Рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня мы рассмотрим узор спицами. Узор простой, вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Раппорт узора 8 петель плюс 1 петля для симметрии. Для примера мы наберем 18 петель и плюс 2 петли кромочные. Нам надо набрать 20 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Мы с вами набрали 2 раппорта. И провязываем 3 ряда лицевой гладью. Первый ряд у меня получается изнаночный, смотря у кого какое желание. Мне не нравится этот край, я не хочу его делать на лицевую сторону. Мне нравится этот край, значит, эта сторона у меня будет изнаночная, а это лицевая. Значит, у меня первый ряд изнаночные петли. До конца ряда мы провязываем ряд изнаночными петлями. Дойдя до конца ряда, крайняя кромочная у меня будет изнаночная. Первый ряд я провязала, переворачиваю, и теперь я вяжу лицевыми до конца ряда. Как вязать лицевые, я думаю, все умеют, все знают. Провязали. Последнее у меня я вяжу изнаночной, кромочная изнаночная. Провязали. И еще один ряд изнаночными петлями до конца ряда. Так как мы с вами набрали 18 петель, это у нас 2 раппорта. Мы с вами сейчас будем вязать 2 раппорта. На схеме показан 1. Провязали до конца ряда, последняя петля кромочная изнаночная. Вот. Провязали, как показано на схеме. У меня 3 лицевых ряда. Край у меня красивый. Здесь изнаночная, его видно, а здесь лицевой. Начинаем вязать 5-й ряд. 5-й ряд у нас 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь нам надо провязать 2 вместе. Так как у нас накид будет после закрытых петель, мы вот так спицей заходим под 2 петельки, оттягиваем, это для удобства, вытаскиваем спицу, заходим с другой стороны и провязываем 2 петли вместе. У нас закрытие произошло в правую сторону. Теперь мы делаем накид, провязываем 1 петлю лицевую. Это и есть у нас раппорт узора. Все. Теперь мы опять вяжем 6 лицевых. 3, 4, 5, 6. Оттягиваем 2 петельки. Заходим справа за переднюю стенку и провязываем лицевую. Накид по схеме у нас 1 лицевая и кромочная изнаночная. Мы с вами связали 5-й ряд. В этой схеме все изнаночные. Мы провязываем ряд изнаночными петлями. Первая изнаночная, накид у нас изнаночный, 6 лицевых вяжем изнаночными, весь ряд вяжем изнаночными петлями.
до конца ряда. Провязали. Это у нас получается, мы вяжем 6-й ряд. Все ряды на схеме показаны лицевые. Вот мы с вами связали 6-й ряд. Это изнаночная сторона. Переворачиваем и вяжем 7-й ряд по схеме. Первую мы снимаем кромочную. Далее мы вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь заходим в 2 петли, оттягиваем, выходим и с другой стороны провязываем 2 петли вместе одной петлей. Делаем накид, провязываем 2 петли. Мы связали раппорт узора. Далее мы вяжем второй. 5 лицевых, 4, 5. Заходим в 2 петельки, оттягиваем спицы, выходим, провязываем лицевой 2 вместе, накид, и сейчас у нас 2 лицевые, кромочная, изнаночная. Провязали. Это у нас лицевая сторона, а это изнаночная. Кромочную снимаем и провязываем весь ряд изнаночными петлями до конца. Провязали. И у нас получается, мы сейчас с вами вяжем по схеме 8-й ряд. На схеме они обозначены как изнаночные. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем работу. 9-й ряд вяжем лицевыми. Все петельки лицевые. Вяжем лицевыми до конца ряда. Провязали мы 9-й ряд. 10-й ряд у нас изнаночный. Изнаночные петли. Кромочная, изнаночная. Это лицевая. Это изнаночная. 10-й ряд у нас изнаночный, повторю. Провязываем. 11-й у нас лицевые. Узор простой. Для новичков в самый раз. 10-й ряд провязали. Кромочная, изнаночная. Переворачиваем. 11-й ряд по схеме нам надо провязать лицевыми петлями до конца ряда. Двенадцатый ряд, он здесь на схеме, обратите внимание, не показан. 12-й ряд у нас будет изнаночный. Мы с вами вяжем 2 раппорта. Кромочная, изнаночная. Вот они у нас, эти красавицы, дырочки. Первый раппорт и второй. 12-й ряд у нас изнаночный. Это тот случай, когда надо срочно связать какую-то модельку. Очень быстренько, за 2 вечера. Быстренько можно связать себе душегречку. Изнаночная, кромочная, изнаночная. Мы с вами связали 12-й ряд. Это изнанка. Переворачиваем работу и начинаем вязать 13-й по схеме ряд. Запутаться тут невозможно. Кромочную снимаем. По схеме у нас 2 лицевые. Провязали. Делаем то же самое. Заходим под 2 петельки. Оттягиваем. Это для удобства.
Заходим с другой стороны, провязываем 2 вместе. Вправо накид. Провязываем 4 лицевые. И 1 у нас для симметрии. Вот мы провязали. И повторяем, опять же, по этой схеме мы повторяем 2 лицевые. Заходим под 2 ниточки, по 2 петельки, оттягиваем. Заходим с другой стороны, провязываем 2 вместе. Лицевая. 4 лицевых. 1 по рисунку. И кромочная, изнаночная. Мы с вами связали 13 ряд. Запутаться тут невозможно. 14 ряд у нас изнаночный. Все петельки, включая на накиды, мы провязываем изнаночными петельками до конца ряда. Ну, кто-то вяжет кромочную, вот провязала накид изнаночный. Кто-то кромочную вяжет лицевой для красивого края. Он и так красиво получается, красивый да нельзя. Просто чтобы себя не путать, не знаю, для чего это придумано, чтобы кромочный вязать лицевой. Мы дошли до 15 ряда. Кромочную снимаем. По схеме у нас, смотрите, 1 лицевая. Заходим под 2 петельки. Оттягиваем и заходим с другой стороны и провязываем 2 петли вместе. Не усложняйте себе никакую работу, чтобы сначала эту снять, эту провязать, эту на нее одеть. Зачем? Оттягиваем, провязываем 2 вместе и забываем. Накид, провязываем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. И 1 петля, которая у нас идет между раппортами. Она у нас всегда есть, 1 петля. Вот мы с вами связали раппорт. Теперь опять повторяем по схеме. Это несложно. Одно и то же выполняем. 1 лицевая. Заходим по 2 петельки, оттягиваем. Заходим с другой стороны, провязываем 1 петлей, лицевая. И до конца ряда, в нашем случае. А если вот будем вязать полностью большое полотно, то 5 лицевых. 1 петля, которая у нас разделяет наши раппорты. И кромочная, изнаночная. Мы с вами связали 15 ряд. 16 ряд изнаночный. До конца ряда. Узорчик легкий, подходит и деткам связать быстренько, и на шапочки, и на жилеточки, и на жакетики, и на штанишки. Узор простой. Вот смотрите, накид раз, изнаночный. И все. Кромочная, изнаночная. Все кромочные у меня изнаночные. Это изнаночная сторона, а это лицевая. Далее мы начинаем, опять же, не боимся. Первое. Снимаем кромочную и начинаем вязать с 5 ряда. 6 лицевых, 3, 4, 5, 6. Нам надо же, чтобы он был в шахматном порядке. Вот, смотрите, в 5 ряду у нас по схеме 6 лицевых. Заходим под 2, оттягиваем. Заходим с другой стороны, провязываем 2 вместе, лицевая. Ой, накид. Потом у нас 1 петля, которая разделяет эти раппорты. Вот она у нас так и идет. Далее опять 6 лицевых. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Заходим под 2, оттягиваем, заходим с другой стороны, провязываем 2 вместе, накид. И это петля, которая у нас разделяет раппорты. Одна лицевая, кромочная, изнаночная. Переворачиваем работу и вяжем изнаночным. Первую снимаем, провязываем ряд изнаночными. По схеме мы сейчас с вами вяжем 6-й ряд. 6-й. Все петельки изнаночные. Провязали. Последняя петля кромочная, изнаночная. И начинаем вязать 7-й ряд. 7-й ряд у нас 5. Кромочную снимаем. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим под 2 петли. Оттягиваем. Вытаскиваем спицу. Заходим с другой стороны. Провязываем 1 лицевой. Накид. Далее у нас 1 петля. Мы провязали предыдущий накид. И петля 1, которая разделяет раппорты. Все, мы связали с вами 1 раппорт. Далее повторяем то же самое по схеме. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Заходим по 2 петельки, оттягиваем, провязываем 1 лицевой. Накид. 1 лицевая, 1 петля лицевая, которая разделяет раппорты, и кромочная, изнаночная. Мы с вами связали 7-й ряд по схеме. Переворачиваем работу и вяжем изнаночный ряд. Все петельки изнаночные. Конечно, этот узор не для профессионалов. Ой, зачем так все подробно, дробно? Кромочная, изнаночная. Теперь мы связали 8-й ряд. Теперь надо провязать 4 ряда. Вот как здесь мы провязали. Лицевыми. Лицевой гладью. И все. И вот какой красивый получается рисунчик. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. Схему описания я оставлю в конце видео. А всем пока-пока. Thank you.